Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! В этом видео я хочу рассказать вам, что мне нравится и не нравится в литовцах. В Литве я живу уже года полтора, поэтому у меня есть небольшое представление об этих людях как о нации. Первое. Литовцы самые настоящие патриоты. Иногда это даже переходит в национализм, что ли, когда многие предметы красятся в цвет национального флага. Для меня это все еще странно, что так много вещей, детские наряды, одежда, подсветка на зданиях и так далее в желто-зелено-красном цветах. Но, видимо, этот патриотизм и помог им сохранить свой язык и культуру. До определенного момента в 2020 году для белорусов национальный флаг ничего не значил. Но сейчас он очень важен как символ борьбы за правду и справедливость. И я думаю, если в Беларуси оппозиция победит, то для нас флаг и его цвета тоже станут очень актуальными. Второе. Литовцы любят домашних животных, подкармливают бездомных кошек и даже устанавливают для них домики. У многих литовцев в квартирах есть собаки. Значит, эти люди готовы заботиться о домашних животных. Если честно, я против питомцев в квартирах, особенно собак. В собственном доме – да, но в квартире – нет. Я даже кота в квартире держать не хочу, поэтому у меня его нет. Все-таки хочется, чтобы у него была возможность гулять по улице. Еще в Литве огромное количество кормушек и скворечников для птиц, намного больше, чем в Беларуси. Я восхищаюсь людьми, которые их устанавливают. В Беларуси у меня тоже на окне была кормушка, и я с 14 лет зимой кормила птиц. Третье. Многие люди здесь переходят дорогу на красный свет, и мне это не нравится. Для меня это пока странно, но вы знаете, что дурной пример заразителен. Я тоже так, к сожалению, иногда теперь делаю, чтобы не останавливать поток машин, а пробежать, когда нет ни одной. Но думаю, что это все равно плохо, все-таки это нарушение правил дорожного движения. Четвертое. Литовцы отзывчивые. Они поддерживают украинцев и белорусов. Приняли Светлану Тихановскую, которая была кандидатом в президенты Беларуси. Это отзывчивые люди, но почему-то в интернете от них много хейта. Конечно, вы скажете, что точно неизвестно, кто пишет гадости, но я думаю, что это не только боты. И почему-то, когда отвечаешь хейтерам в их же духе, им это очень не нравится. Зато они уверены, что имеют право оскорблять других людей. К сожалению, не все понимают, что врага надо знать в лицо. Наверное, некоторые забыли, как в прошлом веке многие люди учили немецкий язык. А еще не все понимают, что личность и слова Путина могут быть интересны зрителям моего канала Russian with Татьяна, которые изучают русский язык как иностранный. Ну, сейчас, конечно, меньше интересно, но на момент создания видео прямой линии с Путиным уверена, что это было так. Мне тут в комментариях посоветовали обучать русскому языку не с помощью прямой линии с Путиным, а с помощью стихов Сергея Есенина. А вы понимаете, что даже носителям русского языка трудно понять значение некоторых слов в стихах. Пример. Письмо матери. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне». И так далее. Надеюсь, вы поняли все слова этого стихотворения. И вот ответьте мне, пожалуйста, зачем иностранцам учить такие слова, как струиться, шибко, шушун и так далее. Или, может быть, вы видели, как я на своем канале по русскому языку как иностранному читала стихотворение про февраль. Заметили вы, что в конце этого видео я объясняла значение непонятных, сложных слов? И как много их было! А ведь это произведение современного автора. Ну да ладно. Пятое. Многие люди в Литве знают русский язык и неплохо говорят на нем, хотя он совсем не похож на литовский. Мне рассказывали, что некоторые литовцы не хотят говорить по-русски с русскоговорящими иностранцами. Я живу в Вильнюсе и пока таких людей не встречала. Но, думаю, это их право.
А вообще меня восхищает тот факт, что литовцы смогли сохранить свой язык, несмотря на то, что они входили в состав СССР. Я им искренне завидую. Пожалуй, все, кроме белорусов, смогли сохранить свой язык. У нас же смеялись над теми, кто говорил на белорусском языке, и называли их колхозниками. В юности я была большей патриоткой, поэтому поступила в университет на факультет белорусской филологии и культуры, хотя в школе мне русский язык давался легче, чем белорусский. В университете у меня все предметы были на белорусском языке, и между собой мы тоже разговаривали на белорусском. Когда я учила детей в средней школе, на переменах я всегда разговаривала с ними на белорусском языке. Сначала все, и школьники, и преподаватели, удивлялись, но потом привыкли. Кроме школы, я работала в отделении травматологии, там лежали дети с тяжелыми травмами, которые долго не могли посещать школу. Понятно, что им нужны были учителя, чтобы не отстать от школьной программы. В больнице я всегда разговаривала на белорусском языке, и многие люди делали мне комплименты, что я очень красиво говорю. Но это было давно. Кстати, многие белорусы переспрашивали или начинали пугаться, если, например, в транспорте я спрашивала у них на белорусском языке, выходят они на следующей остановке или нет. Не буду лукавить и говорить, что в повседневной жизни я разговаривала на белорусском языке. Многие мои знакомые сильно напрягались, когда я говорила на белорусском. Потом я ушла из школы и начала работать в офисе, уехала в Африку. В общем, к сожалению, несмотря на то, что я хорошо понимаю белорусский язык, говорить на нем мне сейчас сложно. Кстати, моя тетя живет в Молдове, и, насколько я поняла, люди там не очень любят слышать на своих улицах русскую речь. Простите, что-то меня понесло не в ту степь. Дорогие мои, спасибо, что посмотрели это видео. Я высказала чисто свое субъективное мнение, но вы можете с ним не согласиться и написать свое в комментариях к этому видео. Спасибо. До встречи в следующих видео.